Как перестать переедать и контролировать аппетит? Я помню тот вечер, как будто он случился вчера. Холодный, влажный воздух за окном, тусклый свет настольной лампы, а передо мной пустая тарелка, которую я только что вычистила до блеска, словно голодный щенок, нашедший кость в помойке. Руки дрожали, сердце колотилось, а в голове крутилась одна и та же мысль: почему я снова это сделала? Не просто поела, нет, я впала в транс, в тот самый, когда время останавливается, когда звуки гаснут, когда единственным смыслом существования становится вкус, текстура, тепло пищи, заполняющей пустоту внутри, которую ничто другое не может заполнить. И тогда, в тот самый миг, я поняла, я не просто переедаю, я теряю себя в еде, как будто она – мой последний якорь в бушующем море тревоги, одиночества и бесконечной усталости. Многие из нас думают, что переедание – это просто слабость воли, недостаток дисциплины, неумение сказать себе «хватит». Но это ложь, удобная, как одеяло, которым укрываются, чтобы не видеть правду. Переедание – это не про желудок, это про душу. Это про то, как мы пытаемся заглушить боль, которую боимся назвать по имени. Я видела это в глазах своих подруг, когда они, смеясь, говорили: «Ой, я сегодня опять объелась пирожными, ну ничего, завтра сяду на диету». Я видела это в зеркале, когда, раздеваясь перед сном, ненавидела свое отражение, но уже через час снова открывала холодильник, как будто там, среди остатков ужина и баночек со сметаной, спрятано спасение. Это не глупость и не лень. Это крик о помощи, который мы сами себе заглушаем куском хлеба, шоколадкой, чипсами, бутылкой вина, чем угодно, лишь бы не слышать этот крик. Я стала копать глубже, не в диетах, не в фитнес-приложениях, не в модных смартфонах, отслеживающих каждую калорию, а в себе. Я записывала все, не только то, что ела, но и когда, и почему, и как себя чувствовала до, во время и после. И знаете, что я обнаружила? Что 90% моих обжорств случались не от голода, а от скуки, обиды, страха, усталости, даже радости. Да, именно радости, потому что ее мы боимся, и ее мы пытаемся закрепить едой, как будто без пирожного праздник не настоящий. Однажды я съела целую коробку конфет после того, как мне позвонили, сказали, что я получила премию. И вместо того, чтобы позвонить подруге, открыть шампанское, потанцевать, я села на кухне, открыла коробку и стала есть, быстро, жадно, почти не чувствуя вкуса. Я ела, чтобы не чувствовать радость, потому что радость пугала. А вдруг она исчезнет? А вдруг это последний раз? А вдруг я не заслуживаю? Самая большая ошибка, которую мы совершаем, это пытаемся бороться с перееданием, как с врагом. Мы ставим жесткие рамки. После 6 ни крошки, никаких сладостей, только вода и салат. И что происходит? Тело бунтует. Психика сходит с ума. Мы держимся неделю, 2, а потом срываемся. И не просто срываемся, а падаем в пропасть, поглощая все, что попадается под руку, с чувством вины, которое потом еще сильнее толкает нас к холодильнику. Это замкнутый круг, и разорвать его можно только одним способом – перестать воевать с собой. Перестать считать еду врагом. Перестать считать свое тело врагом. Начать слушать его, не командовать, не ругать, не наказывать, а именно слушать. Что оно хочет? Не «хочу пирожное», а «хочу покоя», «хочу ласки», «хочу, чтобы меня обняли», «хочу, чтобы меня услышали». Я научилась делать паузу. Простую, но гениальную вещь. Между желанием съесть и самим актом поедания я вставляла 15 минут. 15 минут – это немного, но этого хватало, чтобы эмоциональный порыв утих, чтобы я смогла спросить себя, а действительно ли я голодна? Или мне просто грустно? Или одиноко? Или страшно? Иногда я все равно шла на кухню, но уже осознанно, не в трансе, а с пониманием. Да, сейчас мне нужно это печенье, и я съем его медленно, с удовольствием, без чувства вины. И знаете, что удивительно? Когда я перестала запрещать себе есть, когда я разрешила себе наслаждаться едой, а не прятаться за ней, количество срывов резко сократилось. Потому что тайна исчезла. Запретный плод перестал быть сладким, он стал просто плодом, который можно взять, когда действительно хочется, а не когда хочется убежать от себя.
Я изучала истории других женщин, тех, кто прошел этот путь до меня. Одна рассказывала, как стала вести дневник эмоций. Перед тем, как открыть холодильник, она записывала, что чувствует злость, обида, тревога, скука. Потом, через месяц, она перечитала записи и увидела четкую закономерность. 100% ее ночных набегов на кухне происходили после ссор с мужем. Она не ела от голода. Она ела, чтобы не кричать, не плакать, не разводиться. Она стала ходить на терапию, научилась говорить о своих чувствах, и холодильник перестал быть ее убежищем. Другая женщина, мать 3 детей, рассказывала, как годами заедала усталость. По вечерам, когда дети засыпали, она садилась перед телевизором с пачкой чипсов и бутылкой колы, потому что это был единственный момент, когда она могла быть для себя. Она заменила чипсы на горячий чай с мятой, плед и книгу, и через 3 месяца потеряла 15 килограммов, не сидя ни на одной диете. Это не чудо. Это осознанность. Очень важно научиться отличать физический голод от эмоционального. Физический голод нарастает постепенно. Он не кричит, он напоминает о себе тихо. Легкое урчание в животе, легкая слабость, снижение концентрации. Эмоциональный голод – это взрыв. Он возникает внезапно, как будто кто-то щелкнул выключателем «Сейчас же хочу шоколада». Он требует конкретной еды, не просто поесть, а именно торт, именно булочка, именно соленая. Он не уходит после еды, наоборот, после него остается чувство вины, стыда, пустоты. Физический голод уходит, когда вы наелись. Эмоциональный – никогда. Он возвращается снова и снова, пока вы не дадите себе то, что на самом деле нужно – не пищу, а внимание, заботу, отдых, любовь. Я перестала есть на ходу, за компьютером, перед телевизором. Я стала накрывать на стол, даже если ела одна. Ставила тарелку, салфетку, вилку, как будто ждала гостью. И знаете, что происходило? Я начинала есть медленнее. Я чувствовала вкус. Я наслаждалась. Я перестала механически запихивать в себя еду, как будто это обязанность, которую надо выполнить побыстрее. Я стала замечать, когда наступает сытость, не обжорство, а именно сытость, легкая, комфортная, приятная. Я научилась останавливаться, даже если на тарелке еще оставалось. Это было страшно поначалу – оставить еду. Как будто я обманываю себя, лишаю себя чего-то важного. Но потом я поняла, я не лишаю себя, я уважаю себя. Я даю себе право на отдых, на паузу, на выбор. Не надо гнаться за идеалами. Не надо читать блоги худых девушек, которые никогда не едят после 6 и живут на смузи. Это ложь. Или, точнее, их правда, которая не имеет ничего общего с вашей. Ваше тело уникально. Ваша история уникальна. Ваш путь только ваш. Я видела, как женщины ломали себя, голодали, мучили, доводили до анорексии, до нервных срывов, до депрессии. Ради чего? Ради цифры на весах. Ради того, чтобы влезть в джинсы 2-летней давности. Ради чужого одобрения. Это не победа. Это поражение. Победа – это когда вы смотрите в зеркало и не видите врага. Победа – это когда вы можете съесть кусок торта и не корить себя потом 3 дня. Победа – это когда вы слышите свой голод, настоящий, физический и спокойно, без паники, без жадности, без чувства вины, выбираете, что хотите и едите с удовольствием. Я не стану говорить, что это легко. Это нелегко. Это требует мужества, гораздо большего, чем любая диета. Это требует честности с собой в первую очередь. Это требует терпения, потому что перемены не происходят за одну ночь. Были дни, когда я снова срывалась. Были ночи, когда я плакала, глядя на пустые упаковки. Были моменты, когда мне хотелось все бросить, вернуться к старому, знакомому, пусть и болезненному, уюту переедания. Но я не сдавалась. Я вспоминала, каково это – просыпаться с тяжестью в желудке, с отвращением в себе, с мыслью «опять». Я вспоминала, каково это – не чувствовать своего тела, не слышать его, не уважать его.
И я шла дальше. Маленькими шагами. Одна пауза. Один осознанный ужин. Одна прогулка вместо ночной трапезы. Один день без чувства вины. Сейчас я ем. Я ем вкусно, разнообразно, с удовольствием. Я не считаю калории. Я не взвешиваюсь каждый день. Я не запрещаю себе ничего, но я выбираю. Я выбираю, когда хочу есть и когда нет. Я выбираю, что мне хочется, не что можно, а что хочется. Я выбираю, как я ем, медленно, с наслаждением, с благодарностью. И знаете, что самое удивительное? Я похудела. Не стремительно, не драматично, а естественно, мягко, как будто тело, наконец, расслабилось и сказала: «Спасибо, что перестала меня мучить. Теперь я само знаю, что мне нужно». Но даже если бы я не похудела, я бы все равно была счастлива. Потому что я обрела свободу. Свободу от холодильника. Свободу от чувства вины. Свободу от постоянной войны с собой. Благодарю вас за просмотр. Напоминаю, что данное видео имеет только информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу. Если вы еще не подписаны, то сейчас самое время подписаться и включить колокольчик. Поделитесь этим видео в социальных сетях. Будьте здоровы и заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новые видео.